Потому что все самое интересное, оно, как правило, малодоступно. А вот я, кстати, вижу уже камушек со следами. Вот, видите, опять это такой след, как будто бы сверло. Опять эти загадочные следы по диагонали. Вот, посмотрите, они довольно-таки глубокие. И вот каким инструментом они были оставлены, это загадка. Потому что Камбоджа вот чем интересна. Какую бы версию событий ты ни придумал, ты сам тут же найдешь опровержение этой версии. Ну, на спутниковых картах здесь, конечно, исчезающая в лесах тропинка. Поэтому я попробую, но за результат не ручаюсь, как обычно. Так, друзья, можно поздравить меня с очередной неудачей, потому что мне дальше не проехать. Что мы здесь найдем, я пока не знаю. Давайте искать вместе. Ну, первое, что я вижу, это вот эти вот следы. А, вот она, голова дракона, друзья. Всем привет, друзья! Вы на канале Мир на блюдечке, а я снова отправляюсь на древние анкорские карьеры. Уже 7 фильмов вышло на нашем канале об этих карьерах, а они не кончаются, да, они бесконечные. Найдено примерно 150 штук, но на самом деле их здесь, конечно, тысячи, потому что камня из этих 150 найденных карьеров ну никак бы не хватило на строительство Анкора. Да что там Анкора, даже на строительство Анкор-Вата не хватило бы того камня, который был добыт вот из этих найденных каменоломен. То есть их на самом деле здесь, конечно, гораздо больше, ну как минимум на порядок больше, если не на порядке. Ну, мы сегодня посмотрим те каменоломни, которые уже были открыты археологами. Искать их на самом деле очень сложно, потому что местность совершенно не исследованная. Ну и тут еще очень много мин, потому что никто еще эти места практически от мин не расчищал. Так что вперед! Так, надеваем шлем. Так, шлем не то чтобы нужен, просто девать его некуда. Ну что ж, поехали! Сначала мы едем по той же дороге, по которой мы уже ехали, да, то есть тут одна тропинка, назовем ее тропинкой, дорогой назвать мы ее вряд ли можем, по которой мы и должны попасть к нашим каменоломням. Вчера прошел дождь, много луж, я смотрю, ничего не высохло. То есть, с одной стороны, это хорошо, что дождь прошел, а с другой стороны, это усложняет мне, конечно, задачу. Потому что если придется ехать по глине, то я вернусь, пожалуй, весь в грязи с головы до ног. Итак, место, где мы сейчас передвигаемся, ух ты, тут крестьяне, я смотрю, усиленно что-то копали. Так вот, место, где мы сейчас передвигаемся, это кластер самых старых каменоломен из всех, которые были найдены. Самых старых анкорских каменоломен. Ну, про возраст мы ничего толком сказать не можем, да, потому что откуда у нас датировки. Датировали, ну, фактически по магнитной восприимчивости. То есть вот этот параметр магнитная восприимчивость, он используется для того, чтобы определять, откуда брали камень, да, то есть измеряют магнитную восприимчивость, скажем, на блоках Анкор-Вата, потом проверяют эти параметры в каменоломнях, ну и там, где совпадает, предполагают, что это и есть та самая каменоломня, откуда брали камень для Анкор-Вата. Скажем так, метод, ну, не то чтобы уж очень спорный, но все-таки довольно спорный. Датировок он нам, естественно, вообще никаких не предлагает, этот метод. Ну, по крайней мере, благодаря ему мы практически уверены, да, что камень для Анкора брали именно здесь. Ну, а, собственно, где еще? Не так уж и много месторождений такого супер высококачественного песчаника. Да, друзья, действительно, сегодня очень экзотично ехать.
все очень влажное. Ну ничего страшного. Радует только то, что ехать недалеко. Ну вообще, сами эти каменоломни, они находятся примерно в часе езды от моего дома. Ну тут где-то километров 60, знаете. Я проехал 50-60 километров, где-то так, от моего дома. То есть, можно сказать, от Анкора. Вот. А здесь уже, в общем-то, ехать недалеко, но так как вы видите, какая дорога, да, то тут недалеко это понятие относительное. Потому что все самое интересное, оно, как правило, малодоступно. Я думаю, что вы это уже давно поняли, тот, кто смотрит мой канал. Да, скоро здесь все будет зеленое, друзья. В этом году как-то у нас то ли сезон дождей начался рановато, то ли что, но на самом деле уже который раз идут дожди у нас в марте. Так, ну а тут уже, видите, начинаются выходы песчаника. Мы здесь уже с вами ездили, все это уже смотрели. То есть я сейчас буду фактически проезжать мимо тех каменоломен, которые мы уже осмотрели, ну и дальше буду двигаться в сторону тех объектов, которые я еще не посетил. Вообще я насчитал 8 объектов, которые мне надо посмотреть. Ну, увижу я их или нет, не знаю. Я надеюсь, что с видео все хорошо, потому что я сейчас камеру нацепил на шлем, чтобы не вести одной рукой, как я это обычно делаю. Ну, знаете, одной рукой слишком медленно. Вот первая каменоломня, которую обнаружил, и я же ее нанес на карты Google. Ну, а потом, знаете, в процессе съемок выяснилось, что эти каменоломни здесь, в общем-то, везде. Если все нанести на карты Google, то там одни сплошные отметки будут. Следы добычи здесь тоже чуть ли не на каждом блоке. То есть добыча, конечно, была мощная. Добывали здесь прям в таком широком стиле. Да, сегодня погода, конечно, прекрасная, вообще прохладно, я вам скажу. Сейчас, я думаю, не больше 30. Солнце тоже прячется у нас за тучками. Ну, хотелось бы только, чтобы эти тучки не пролились дождем. Да, друзья, если вы собираетесь в Камбоджу, то непременно обращайтесь ко мне. Я устрою вам самые интересные экскурсии. Хотите, прям экспедицию устрою по вот таким вот местам. Хотите храмы Анкора. Ну, если вы не готовы к экстриму, да, то в моем арсенале, конечно же, есть все. Лучше меня Анкор вряд ли вообще кто-то знает, потому что мною там исхожено все самые секретные локации, самые интересные объекты. Все это я давным-давно исследовал, ну и очень много видео снял о всех этих объектах, поэтому можете посмотреть мои видео, ну и принять решение, хотите ли вы, чтобы я вас сопровождал в вашем путешествии по Камбодже. Тот экстрим, который я испытываю во время поездок, он на видео вообще как-то не передается, да, даже 10% нет. Потом сидишь на монтаже, смотришь, думаешь, господи, как-то все легко здесь у меня получается-то, оказывается. А что я так мучился-то? Так, вот здесь у нас находится самый большой карьер из тех, что я нашел. Собственно, все это пространство, все это углубление, это один большой карьер. Смотрите предыдущие ролики, да, там все есть. Карьер потрясающий, там я нашел и древние граффити, и какие-то заготовки, и недоделанного нага. Ну, естественно, много-много мегалитов и много самых разных, причем следов добычи. О, тут собаки ходят. Надо аккуратнее. Следы увидел на песке. Ну, тут, видите, люди сельским хозяйством уже занимаются, прям поверх карьеров. Ну, что делать? Камбоджа растет, население ее растет.
продукции требуется больше, ну, соответственно, и посевные площади возникают то тут, то там, то тут, то там. Так, тут видите, как мы едем экзотично, прям по камням. Сейчас здесь где-то по ступенькам еще надо будет съехать. Вот как хорошо иметь мотобайк-вездеход, который проедет везде. Вы спросите, почему не эндуро? Потому что эндуро очень много весит. А вот дорога, по которой я сейчас еду, это не экстремальная дорога, это так себе, обычная для моих путешествий. Вот. Ну, бывают иногда такие дороги, где ты прям падаешь, тебя выносит, заносит. Ну, попробуйте поднять этот эндуро. А мой мотобайк Honda Dream, он чуть тяжелее велосипеда. Очень удобно. Ну и надежный он, конечно. Самое главное, что его тебе починят в любой камбоджийской деревне, так как вся камбоджийская деревня ездит на Honda Dream. Вот вы приедете и убедитесь в этом. Везде эти черные мотобайки. Они бывают, правда, и другого цвета, но в основном они черные. Так, друзья. В общем-то, я уже доехал, вот так вот быстро очень доехал до той точки, где мы с вами попрощались в прошлый раз. Ну и дальше начинается дорога в неизведанное. Тут тоже какой-то карьер, конечно, углубление, но мы уж не будем туда идти. Да, тут очень хорошо, что ничего не размыло, иначе мне было бы еще некомфортнее ехать. Так, о, Господи. Камушки, камушки, камушки. Тихонечко. У нас очень сильно подорожал бензин в Камбодже. Ну, из-за известных событий. Вот, где-то процентов на 30 подорожал. Ну да ладно. Что ж делать? Да, друзья, в связи с этим хочу напомнить вам о том, что можно перечислять донаты, например, на карту моей жены. Она есть в описании к ролику, в описании канала. Ну, или на Бусти. Из-за границы, так сказать, вы можете отправить донат и на Бусти. И мы будем этому очень рады. Ох, красота какая. Согласитесь? Хотели бы здесь покататься? Обращайтесь, я вас и сюда могу привезти. Да, если вы, скажем так, одинокая девушка и хотите тоже испытать весь этот экстрим, увидеть то, что не видят другие, то, пожалуйста, я вас могу на заднем сиденье своего мотобайка отвезти. Почему девушка, говорю? Потому что, ну, желательно, чтобы вес вообще пассажира не превышал 90 килограмм, потому что вот по таким дорогам, конечно, передвигаться вдвоем не очень комфортно. Так, нам, по-моему, ехать туда. Вот, если вы умеете водить мотобайк, если вы хорошо умеете водить мотобайк, то, пожалуйста, я помогу вам арендовать, и мы можем с вами поехать караваном. Так, точно я правильно еду? Он говорит, правильно. Он говорит правильно. Тут интересная дорога, это же просто один сплошной выход песчаника. Слева. Но это все плиты недобытые, которые вот вы видите сейчас слева, да, это все природные какие-то, очевидно, процессы. Ну, ладно. Нам сейчас надо найти наш объект. Тут все интересно-то, Господи. Какие пейзажи потрясающие. Да, кроме крестьян, никто сюда не добирается, но крестьянам добыча песчаника как-то мало интересна, да, они тут стараются высаживать самые разные культуры, ну там, не знаю, плантации кэшью, например.
Хотя земли очень мало, да, но она все-таки есть. Ух ты, какое ровное плато. Становимся. Я сейчас остановился, чтобы насладиться вот этой вот красотой безумной какой-то. Какая-то, я даже не знаю, инопланетная красота. Смотрите на эти потрясающие выходы песчаника. И вот здесь мы никаких, кстати, следов добычи не видим. И здесь, наверное, просто песчаник недостаточного качества. Ну, иначе как это объяснить? Давайте вот туда пройдем, там какие-то огромные глыбы лежат. До цели я еще не доехал, да, тут видите как все очень сложно, потому что когда едешь, обязательно встречаешь что-то суперинтересное, тебе хочется остановиться, посмотреть. Ну, до цели еще ехать и ехать и ехать. А смотреть надо все и везде, потому что, ну, мало ли. Здесь никаких следов работы человека я не вижу. Это не значит, что их нет. Потому что мы вообще не знаем, да, как долго была заселена эта территория высокоразвитой цивилизацией, назовем ее так. И поэтому, если, допустим, следы какие-то очень древние, то эрозия могла их все уже съесть. Ну, нам тут особо-то ничего и не надо выдумывать и искать, да, у нас тут следов на самом деле хватает. Просто это все так очень экзотично выглядит. Неужели все это природного происхождения? Почему они так все навалены друг на друга? Сейчас я охлажу камеру в холодильнике, который у меня появился благодаря моей жене Яне. Ян, привет. Вот. И поедем дальше. Тут уже совсем недалеко, на самом деле. Осталось ехать. Посмотрим на первый объект, который встретится на нашем пути. Вообще, поездка обещает быть безумно интересной. Ну, во-первых, как я сказал, это самые древние каменоломни, судя по всему, где самые большие ступени в карьерах, то есть где добывались самые большие, самые массивные блоки. Ну, посмотрим, что нас ждет. Мне это все очень нравится. Не знаю, как вам, а мне это все очень нравится. Все, давайте тогда охладим камеру и поедем дальше. Ну, поехали, что ли. Что, солнце опять вылезло, и дорога перестала быть томной. Становится жарко, я уже весь вспотел, рубашка мокрая. Да, не смотрите, что у меня рубашка вся такая старая, вся выцветшая. Это заслуженная рубашка. Ну, потом, знаете, это пусть другие блогеры ходят в чистых кроссовочках, в чистой одежде по руинам и изображают из себя Индиану Джонса. Ну, у меня так не получится. Чистые кроссовочки мгновенно превратятся в грязные на тех маршрутах, по которым передвигаюсь я. Да, в одиночку никому не советую это повторять, потому что, ну просто потому что. Так, а мне уже надо, пожалуй, свериться с картой. Так, друзья, добрался я до первой точки. Правда, совершенно не понимаю, где она, потому что здесь сплошные заросли. Ну что, давайте попробуем пройти сквозь эти заросли и обнаружить тот карьер, который отметили на карте
археологи. Один из 145 карьеров, координаты которых мне стали известны. Но этот обещает быть интересным, ну, если мы его, конечно, найдем, потому что, как я уже неоднократно упоминал в своих видео, не все мои вылазки увенчиваются успехом. Иногда бывает так, что я приезжаю и ничего не нахожу. А вот я, кстати, вижу уже камушек со следами. Ну, вот видите, опять это такой след, как будто бы сверло вошло сюда, да, ну и здесь тоже вот такие вот довольно странные следы, которые не так-то легко оставить в твердом песчанике. Ну, мы у цели, получается. Ну, только что, видите, здесь идти сложно, потому что все такое заросшее. Ну, если не мы, то кто? Да, ученые здесь были, археологи, несколько лет назад. И с тех пор здесь не был никто. Поэтому я подозреваю, что это там. Давайте как-нибудь обойдем. Ну, здесь мы видим опять отвалы, а ступени со следами добычи где? Здесь нашел. Ну, давайте подойдем поближе. Вот они. Опять эти загадочные следы по диагонали, которые, конечно, никаким зубилом не оставлены. Но здесь прям все так эродировало, все уже сгладилось со временем. Не знаю, тут может быть и вода была когда-то. А это что за ямище? И это что за ямище? Выглядит как кратеры от бомб. Неприятно на такое смотреть. Вон они, выработки. Я нашел. Осталось только к ним подобраться. Давайте попробуем. Вот они, эти выработки. Тоже, наверное, был немаленький карьер. Вот они, видите, и туда тянутся, и здесь они. И вот, пожалуйста, опять следы. Да, какие-то очень древние следы. Здесь прям действительно, наверное, очень давно добывали камень. И вот, видите, идут вот эти вот довольно-таки глубокие параллельные борозды. А здесь они идут вот в эту сторону. Вот, посмотрите, они довольно-таки глубокие. И вот каким инструментом они были оставлены, это загадка. Это для нас все еще загадка. Археологи никаких версий не выдвигают на этот счет. Вот здесь у нас, судя по всему, да, где-то 63 сантиметра они писали. Не знаю, к чему такие точности, потому что почему не 60, почему не 65. В общем, странно. Так, здесь, ну, судя вот по этой траве, здесь у нас довольно-таки много воды во влажный сезон. А здесь у нас какие-то опять отвалы идут. И это все еще уходит наверх. Давайте ради интереса наверх поднимемся. Так вот, что у нас интересно в связи с этим всем, что мы исследовали. Смотрите. Самые древние карьеры у нас находятся, ну, южнее той системы каналов, которую обнаружили. То есть получается, что блоки из этих карьеров, они что ли еще тащили на север туда,
Вот там, видите, плато Кулен, и там они обнаружили с помощью лидара древний канал, по которому, как они... Ой, чуть не упал. По которому, как они предполагают, блоки отправлялись в Анкор. Но здесь самые древние каменоломни, да, они находятся довольно-таки на большом расстоянии от этого канала. Вопрос, то ли еще какой-то канал не обнаружили. Но если мы соглашаемся с версией о том, что это все доставляли по воде, вот, то ли все-таки этот процесс происходил как-то по-другому. Да? Или, может быть, допустим, давайте такая версия, ну, немножко сумасшедшая. Ну, что значит сумасшедшая? Никакую версию нельзя исключать. Если, допустим, отсюда, с самых древних карьеров, блоки, гигантские мегалитические блоки, когда-то доставлялись, я не знаю, по воздуху, на виманах каких-то. А в более позднее время, когда этих виман уже не было, они стали использовать канал. Ну, как вариант, да? Потому что здесь, куда ни сунься, нигде ничего не сходится. Потому что Камбоджа, вот чем интересно, какую бы версию событий ты ни придумал, ты сам тут же найдешь опровержение этой версии. Слушайте, я уже столько лет мучаюсь с этим. Все, что я не придумываю, я сам же опровергаю. И, честно говоря, вообще никаких версий у меня в итоге не остается. Ну, как, собственно, у археологов и у историков, да, все их версии, они тоже ведь из разряда предположений. Это в исторических книжках для детей, там, я не знаю, и для прочих мало интересующихся историей пишут такие хорошие, уверенные версии, да, не подразумевающие никаких возражений. Но когда читаешь научные работы, то непременно сталкиваешься со словами «возможно», «предположительно» и так далее. То есть доказательств никаких нет у нас здесь, по сути, в Камбодже. Этим-то она интересна, друзья. Так, ну что, давайте тогда подойдем вот там еще к ступеням. Вдруг мы там найдем что-то интересное. Господи, как меня бесят эти... Ну хорошо, хоть не колючки. Вот эти вот сухие ветки, через которые мне приходится продираться. Здесь колючек нет, кстати, действительно. А мне теперь туда вообще никак не пройти. Видите, какие заросли. Ох, какой красивый цвет. Смотрите. Она, кстати, колючая. Я не буду ее трогать руками. Так. О, боже. Жестко, жестко. Ну вот они. Вот они, следы. Вот они. Слушайте, ну очень глубокие. Ну очень глубокие следы. Здесь полсантиметра, не меньше, чем полсантиметра глубиной. И все вот это как-то за один проход такое ощущение сделано. Вот любители зубил приглашаются в Камбоджу с инструментами для того, чтобы продемонстрировать нам, дуракам, как же происходил этот процесс добычи камня. Понятно, что никто ничего повторить не сможет. На словах-то все львы толстые, а на деле... Так, ну опять гора отвалов. Опять вот эти мелкие-мелкие обрезки блоков. Вот. И да, самое главное, чего мы здесь не видим, это инфраструктура. Ну, если вот предположить, что это все перевозилось по воде, то должна быть какая-то сумасшедшая совершенно портовая инфраструктура, какие-то краны безумные. Ну, деревянными они быть не могли, да, потому что некоторые блоки весят там и по 4, и по 8 тонн. Отдельные экземпляры еще больше весят. То есть инфраструктура должна была быть просто нечеловеческой. Ну и по самым скромным подсчетам, да, минимум 500 блоков в день должно было быть изготовлено и отправлено в Анкор. Вот, то есть
что-то должно было остаться, а у нас здесь ничего нет, кроме вот этих вот следов добычи, вот, которые, в общем-то, везде мы видим. Да, и вот здесь опять, вот они, эти следы, как по мягкому камню оставленные. Ну, вот тут ярко выраженные, посмотрите. Как будто по мягкому камню. То есть следы совершенно непонятного свойства. Да, если бы я еще понимал, откуда я пришел, где мой мотобайк, было бы совсем здорово. Так, нет, ну это не спилено, это просто откололось. Да, вот я снова на этих отвалах, и где-то там внизу стоит мой мотобайк. То есть я таки довольно высоко забрался, получается. Вот этот рыжий цвет очень смущает. Я уже в каком-то видео говорил, что вот такой цвет появляется при воздействии очень высоких температур. Не солнца, нет, а более высоких температур. Вот я тоже вижу такой рыжий след. Но я тут ничего утверждать не буду, потому что я об этом читал. Читал в какой-то научной работе, друзья. Поэтому я вообще не пользуюсь материалами так называемых альтернативщиков. Ой, я здесь не ходил. Здесь вообще какое-то болото. Я здесь и не пойду. А, ну здесь у нас опять ступени. Вот. Вот они. Так вот, я не пользуюсь материалами альтернативщиков, а использую исключительно научные работы. Поэтому подловить меня на каком-то вранье или искажении очень сложно, потому что все мои аргументы, они все из научных работ, как правило. Потому что все-таки научные исследования проводятся, и пусть все и ругают официальных ученых. Вы знаете, вот на этой каменоломне мы побывали благодаря официальным ученым, археологам, которые все это исследовали, да, и предоставили любезно нам координаты этих мест. Так, мне теперь опять тут как пройти-то? Тяжко. Ну вот дорогу-то я уже нашел. Теперь осталось найти мотобайк Шени, потому что я не понимаю, где я вышел. Ух ты, как он далеко. Чего себе. Неплохо я так обошел по кругу. А здесь давайте заглянем, есть что-либо. Этой точки у нас не было на карте, но здесь ничего и нет. Ну, понятно, мимо они не могли проехать. Хотя я все-таки нашел один карьер, который они не зафиксировали. А, ну здесь вода течет, посмотрите, во влажный сезон. Видите, прям свежее русло. Видно. Откуда-то она вот оттуда сверху течет. Ну, у нас здесь плато Кулен, а знаете, с плато Кулен очень много воды течет. В общем-то, вся водная инфраструктура Камбоджи, Анкора, простите, а вот эта вот гигантская водная инфраструктура совершенно нечеловеческих масштабов, она вся питается водой с плато Кулен. Плато Кулен, конечно, самое загадочное, самое мистическое, я бы даже сказал, место в Камбодже. Вот, удивительно. Все это просто удивительно. Что ж, первую точку мы исследовали. А теперь давайте проедем к следующей точке. Это здесь тоже совсем недалеко. Я уже не буду камеру цеплять на шлем. Так вам немного поснимаю. Тут можно и одной рукой вести, в принципе. Не такая уж прям супер экстремальная дорога, как была до этого. Вот, ехать нам недолго, метров 600, наверное. Я только не очень понимаю, куда. Что тут у нас как-то дороги расходятся. Либо туда, либо туда. Мне кажется почему-то, что туда. Ага.
О, смотрите, кто-то дерево положил на дорогу. Мы его объедем. Упс. Как вам такие поездочки, друзья? Пишите в комментариях. Так, ну ладно, я уже не понимаю, куда ехать. Давайте я все-таки загляну в телефон. А нет, все еще прямо. Еще метров 300-400, наверное, все-таки ехать. Ладно. А вот и дорога, вот и шоссе. И где-то здесь прячется наша цель, прямо рядом с дорогой, судя по тому, как эта точка обозначена на карте. Давайте я здесь пока припаркуюсь и попробую найти. Ой, мы как уже близко подъехали к плато Кулен, посмотрите. И вот там вот на вершине как раз и находился древний город Махендра-Парвата, доанкорский город с очень неясной историей, но зато с огромным количеством самых разных построек. В основном, правда, это кирпичные башни. Но есть, правда, и гигантская пирамида. Вот. И в том числе и водная инфраструктура там тоже была. В общем, очень интересное место. Это плато Кулен. Да, тучи, конечно, набежали. Такое ощущение, что будет дождь. Так, ну, в общем, где-то здесь находится эта каменоломня. Давайте поищем. Судя по карте, ну, в районе 20 метров где-то справа от дороги. Опять я вижу одни заросли. Да, друзья, масштаб, конечно, был этой империи какой-то совершенно невероятный. И самое странное, друзья, что у них не было денег. Вот представьте себе вот такое колоссальное образование с невероятной водной инфраструктурой, с мегалитическими зданиями на каждом углу. В Анкоре их там просто сотни, да, а по всей стране их тысячи, вообще десятки тысяч, говорят уже археологи. Потому что очень многое обнаруживается только с помощью лидара, потому что все это находится под землей. И вот как это сочетается с тем, что у них не было денег? Ну, нет никаких на самом деле свидетельств о том, что у них была какая-то денежная система. Вот она каменоломня. Историки ведь пишут историю Камбоджи на основании эпиграфики, да, и в эпиграфике, то есть в надписях на каменных стелах, нигде деньги не упоминаются. А там, между прочим, упоминаются самые разные дары, которые преподносили храмам, королю и так далее, да. И среди этих даров там у нас рис, я не знаю, золото, что-то еще, рабы, конечно, да, рабы, но полное отсутствие упоминаний каких-либо денег. Так, ну, это тоже не похоже на каменоломню, кстати. Вернее, это похоже, но ею, пожалуй, не является. Так, а дорога к каменоломне, наверное, вот здесь. Давайте попробуем. Пришлось вернуться к мотобайку и стартовать снова. Как же так-то? Точка есть, а каменоломни нет. Вот я сейчас прямо на точке нахожусь, которую оставили археологи
И каменоломни я здесь не вижу. То есть, может быть, это было как раз то место, где я только что был. Оно довольно далеко от точки оказалось. Да, это все очень сложно, конечно, искать эти каменоломни. Да, друзья, подписывайтесь обязательно на телеграм-канал Друг Аркадий, потому что там я публикую свои статьи, очень интересные статьи. Иногда, ну я надеюсь, что всегда. Ну вот, в частности, там у меня как раз есть статья про отсутствие денег в Анкоре. В общем, почитайте, интересно. На самом деле Камбоджа такая, знаете, самая, наверное, загадочная страна из всех, потому что мы здесь имеем дело с невероятными масштабами строительства, какое-то, ну, и совершенно непонятные сооружения, причем грандиозных же масштабов, да, то есть Ангкор-Ват у нас самый большой храмовый комплекс в мире, да, какой же он храмовый, это вообще непонятно что, да, это гигантская трехступенчатая, ну, такая уплощенная пирамида, на которой уже сверху надстроили потом башенки, вот эти галереи и так далее. А для чего же нужна была пирамида, да еще и с таким мощным основанием внизу, да, там же еще и фундамент очень хитрый, с глины и песка. Ну, на все эти вопросы, конечно, у историков ответов никаких нет. А мы вот пытаемся их искать. Так что подписывайтесь на телеграм-канал Друг Аркадий. Ну и подписывайтесь на Бусти. Подписка стоит 200 рублей в месяц. И эти 200 рублей, они пойдут на благое дело, друзья. Так, ну ладно, это все замечательно. Но где же у нас здесь... Где же у нас здесь каменоломня? Смотрите, как я экзотично двигаюсь здесь. Так. Опять я вижу какие-то обломки, но тоже непонятно, это естественного происхождения обломки или это следы обработки. Что еще мы не находим? Да, мы не находим никаких следов, следов инструментов мы находим много. Мы не находим никаких инструментов. Ну, хотелось бы найти какое-нибудь зубило, молоток и так далее и тому подобное, но ничего из этого мы не находим. Как, собственно, не вижу я здесь и никакой каменоломни, хотя она где-то есть. Да, если кто-то вдруг в первый раз попал на мой канал и смотрит сейчас это видео, тот, наверное, удивится, узнав, что весь этот камень добывали в 50 примерно километрах от места стройки. Да, он сразу же спросит, а чего так-то, зачем так мучиться, зачем возить камень на такое огромное расстояние? Ну, просто песчаник здесь был высококачественный, поэтому его возили отсюда. Но раз они умели определять качество песчаника, да, то значит, что у них была и геологоразведка, и были какие-то химики. В общем, все у них было, получается, друзья. Но опять же, никаких следов, ничего этого нет. Поэтому у нас вопрос встает, а за 1000 лет могло все это исчезнуть? Ну, то есть вся портовая инфраструктура, все инструменты добычи, а их должны были быть десятки, сотни миллионов этих инструментов добычи. Ну, потому что здесь было добыто как минимум 40 миллионов кубометров песчаника. Ну, мы исходим из того, да, сколько было кубометров примерно использовано для постройки Анкора. А там как минимум 40 миллионов, ну, учитывая количество всех зданий. Возможно, больше, да, 40 миллионов это еще такая скромная оценка. Так. Я не знаю, здесь прям такой провал вниз, такой глубокий. Я так и не нашел здесь каменоломни, я вижу только свалки каких-то мегалитов, тоже мне не очень понятно. Кстати, давайте, друзья, подумаем по поводу вот этих вот мегалитов. Вы видите, да, что плиты набросаны друг на друга.
Видите, плиты набросаны друг на друга. И они все такие очень эродированные. Ну, в основной своей массе очень и очень эродированные. Я вот подумал, а не являются ли эти плиты снятым верхним слоем? Ну, просто когда добывали песчаник, они верхний слой снимали и брали самый качественный слой песчаника. То есть, ну, там какое-то количество метров они снимали, и дальше они опять прекращали, потому что дальше уже песчаник опять был не очень качественный. Надеюсь, я понятно объяснил. Вот. И в связи с этим нагромождением плит, ну, это не первое, которое мы видим, да, в районе каменоломен. Ну, вот. В связи с этим нагромождением плит возник у меня вопрос. Ну, это так, заметки на полях, не факт, да, что это верная мысль. Давайте я спущусь здесь немножко, хотя бы. Ну, здесь стопудово никаких следов, никакой добычи нет. Вот, видите. Видишь ты, как оно выглядит, интересно. Ладно. А еще ниже. Так, и еще ниже, судя по всему, тоже нет. Мне уже туда не спуститься никак. Вот я и думаю, имеет ли смысл вообще туда спускаться. Потому что я не вижу там следов добычи. Ну, слушайте, друзья, я уже не буду тут до скончания века искать эту каменоломню, потому что их тут на самом деле много. Не нашли и не нашли, Господи. Подумаешь. Посмотрите предыдущие видео, да, я там много всякого фантастического находил. Как я сюда попал? Там очевидно, да. Здесь мне не пройти. Вот здесь я слезал. Вот по поводу эрозии песчаника. Видите, как он ровно эродирует? Да, как будто бы это люди прочертили полосу. Ну, на самом деле он вот по этой полосе потом и отколется. Такое свойство песчаника, он пластами образуется, слоями. Ну, вот. И поэтому, когда строят, очень важно, чтобы слои лежали горизонтально. Потому что если блок перевернуть, поставить вертикально, то он неизбежно начнет очень быстро эродировать, отслаиваясь. Видите, то солнце, то тучи. Наверное, не очень хорошая картинка получится из-за этого на камере. Ну ладно. Теперь у нас задача-то найти опять мотобайк, потому что я тут такими кругами ходил, что уже и не помню. Так, ну что, я уже не буду искать эту каменоломню. Давайте лучше проедем дальше, потому что нас впереди ждет еще, я думаю, много интересного. Опа, опа. Так, ну что, дорога была вообще просто потрясающая. Я, конечно, еще не доехал. Ну вот, смотрите. Какая красота. Сейчас я вверх поднимался. Ну и мне дальше куда-то туда тоже по всем этим камням. Я просто что, остановился. Смотрите, какой-то домик здесь стоит. Одинокий. Наверное, местные крестьяне себе соорудили такой вот домик интересный. И что внутри? Внутри пусто. Здесь, видите, они себе красивый каменный пол сделали из плит каменных.
Не знаю. Бутылки валяются пустые. Вот у них тут столик. Видите, можно посидеть, отдохнуть. Прекрасно, прекрасно. А мне как-то опять надо куда-то идти. Я не понимаю, куда. Сейчас буду смотреть опять в карту и надеяться, что я хотя бы к этой цели попаду. Видите, как тут все сложно. Не хочется слишком сильно шариться, потому что все-таки мины. Потому что все-таки красные кхмеры здесь бузили еще и в 90-е даже. То есть не так давно. И никто тут особо от мин ничего не расчищал. Вот представьте себе, в каких опасных местах я хожу. По каким опасным местам я хожу, вернее сказать. Но тут, конечно, красота. Красота неимоверная. Ладно. Сейчас водички надо еще попить. А то я с утра так ни разу к бутылке-то и не приложился. 2 литра с собой взял воды. Ой, ледяная. Класс вообще. О, заправился. Вода Кулен, платок Кулен. Да, вода Кулен на самом деле самая вкусная вода в Камбодже. Ну, естественно, самая натуральная. Вот. Ну что, буду смотреть в карту и двигаться дальше. Я где-то совсем рядом с целью, но понимаете, да, что не факт, что я ее достигну. Ну, на спутниковых картах здесь, конечно, исчезающая в лесах тропинка. Поэтому я попробую, но за результат не ручаюсь, как обычно. Так, друзья, можно поздравить меня с очередной неудачей, потому что мне дальше не проехать. Здесь, видите, на самом деле тропинка уперлась в обрыв, в горный обрыв. И как к тому объекту подъехать, я не знаю. Сейчас покажу вам. Вот, видите, вот здесь все и закончилось, мое путешествие. Красота, красота. Ничего не скажешь. Но вот только к объекту-то нам и не подъехать. Ну ладно, друзья, это не так уж и страшно. На самом деле объектов здесь тьма, этих каменоломен, поэтому сейчас просто отправимся к следующей. Жалко, что я так много времени потратил, чтобы сюда добраться, но видите, по спутниковым картам тоже очень сложно ориентироваться, потому что, ну вот, исчезла тропинка в растительности. Откуда ж я знаю, что там? А там, оказывается, ведь обрыв был вообще. Ну и растительность, само собой, тоже присутствовала. Да. Ладно, давайте поедем к другой цели. Что ж. Хотя и здесь тоже, конечно, вон я кое-какие следы нашел. Вот, пожалуйста. Вот они. Видите? Вот они, эти сверления, следы сверления какого-то неведомого. Вот, то есть, как я уже многократно говорил, да, здесь этих каменоломен просто тьма, и блоки валяются везде, просто везде. Блоки, обломки блоков. Ладно, едем дальше. Ничего не снимал по дороге, потому что дорога была, скажем так, 9 из 10 по моей личной шкале ужаса. Так, я теоретически приехал куда-то, а вот что мы здесь найдем, я пока не знаю. Давайте искать вместе.
О, смотрите, какое изумительное дерево я вожу с собой, оказывается. А я думал, что за звуки? А вот. Так, нам нужно телефон. Нам нужно... Возьму еще вещмешок с собой, хотя мы идем сейчас недалеко, я надеюсь. Так, и положим шлем сюда, потому что тени нет. Все это нагревается. Ладно, друзья, давайте пойдем искать, что здесь есть интересного. Ну, первое, что я вижу, это вот эти вот следы изумительные. Смотрите. Ну, вот они, кстати. Смотрите, это начало выработки. Вот они, эти наши следы по диагонали. Вот таким образом это происходило. Видите, вот такой вот огромный паз. Вот мой телефон, чтобы вы понимали размер, да. И вот там идут эти следы по диагонали. То есть они вырубали прям вот такой огромный паз. Здесь такой же, видите. Ну, вот. Вот, этого мы еще не видели, друзья. Это мы видим впервые. Прекрасно. Совершенно неисследованные места. Вот туда нам, наверное, надо. В это безобразие. Да, друзья, и вы тоже первооткрыватели. Путешествуете сейчас со мной. Так, ну я здесь вижу только русло какое-то. Больше ничего. А там я вижу заросли китайского бамбука. Давайте попробуем, что ли, там погулять. Так, нам, наверное, надо куда-то вглубь двигаться, чтобы что-то найти. Ух ты, красиво, но не информативно для нас. Так, а хочу ли я вообще в ту сторону идти, я не уверен. Нам вообще, ну да, нам в принципе надо, конечно, туда. Ладно, давайте. Хочу, не хочу. Есть такое слово «надо». Кому надо, правда, не знаю. Вот, друзья, видите, как все сложно, как все тяжело и, самое главное, опасно. Поэтому не жалейте донатов, не стесняйтесь, переводите. И таким образом я смогу посетить еще более интересные, еще более загадочные места. Потому что пока что YouTube только лишь сжирает все наши доходы. То есть мы занимаемся благотворительностью. Так. Китайский бамбук такой колючий, что продираться сквозь него удовольствие не из приятных. Поэтому обойти тоже никак, да? Главное, откуда он тут взялся, этот китайский бамбук-то? Это же декоративное растение вообще. Вот мне вот туда попасть никак. И самое это интересное, понимаете, я могу туда идти и ничего там не найти. Ну это же нормально. А видео все равно выложу.
Да. Жестко. Потом еще мотобайк надо будет найти. Я уже... Так. Видите, меня схватило. Так, ну и что? Дальше еще хуже, по-моему. Ой. Ладно, давайте идти, раз собрались. Так. О, укололся. О, можно хоть подняться наверх и оглядеться. Пока что ничего примечательного. Слушайте, вот до этого во всех моих роликах, да, такие были прям мощные, информативные каменоломни. А здесь все как-то очень спрятано. Ух ты, смотрите. Какой камень мощный. Вот это да. Вот это да. Вот это камушек. Вот это выход. Ладно. Давайте попробуем сюда пройти. Ну, камень с другой стороны. Ух ты! Ну я и попал, друзья. Тут я вообще не понимаю, куда двигаться дальше. Как будто бы уже и некуда. Вот туда хочу. Не знаю зачем. Только так. Только обламывая ветки, можно двигаться дальше. Что видите, какие колючки мощные. Они прям... это еще не отламывается, зараза. Ух ты! Еще один камень мощный. Это что? Нет, это он раскололся. О! Так, пот заливает глаза. Да. Давайте сюда заглянем. Ух ты. Туда ж холодом веет. Вот сюда-то мне можно выйти как-то уже? Заперли меня эти колючки. Все это надо разломать. Отлично. И пройти. Так. О, Господи. Глаза все залило потом. Надо будет сейчас найти мотобайк и умыться. Так, ну я, честно говоря, ничего здесь такого не нахожу. Ну, понятно, что тут какая-то каменоломня есть где-то, да? Ну, можно долго бродить по местной саванне.
попытки ее обнаружить. И, честно говоря, вот сейчас действительно не понимаю, где мой мотобайк стоит. Я что-то какие-то бешеные круги намотал. Ну, найду, конечно, куда я денусь. Такой интересный, кстати, камень, да? Смотрите. С множеством мелких включений. Мелких вот этих вот камушков. Видите? Такой аж как конгломерат какой-то, да? Это песчаник. И вот он вот с такими вот мелкими камушками. Мраморными какими-то, видите? Интересно. Ну, такой песчаник у нас для строительства, конечно, не годится. Как вы понимаете. Для строительства брали вот из глубины. Фух. Я только надеюсь, что вам нравится бродить со мной вот так вот по Камбодже. Попытки найти что-то, обратить внимание на что-то. Так. Ну вот сейчас, пока буду искать мотобайк, может быть, что-нибудь и найду. Так, здесь такие мощные шмели летают. Вот туда нам надо теперь попасть. Здесь колючек нет, вроде бы, да? Здесь мы и так пройдем нормально. Фух. А, мотобайк нашел. Ничего себе. Так, друзья, ну, в общем-то, все, что нам удалось здесь обнаружить, это вот эти вот следы выработки начальные. Ну, по крайней мере, мы такого еще не видели. По крайней мере, это прям действительно свежак. В смысле свежак. Нечто новенькое, да? Интересно. Может быть, так, а у нас в одну сторону идут, да, следы? Да, следы идут в одну сторону. То есть, смотрите, может быть, оно как-то вот так вот выгребалось. Вот так вот проходило. В общем, не очень понятно, да, как это все работало. Здесь такие вот следы. Ну, сложно, потому что, видите, эрозия все-таки, да. И поэтому, ну, вот эту канавку вполне возможно, что вода проделала за столетия. Поэтому тут гадать мы точно не будем. Ну, предположения свои высказывайте, конечно, в комментариях. Потому что, ну, мне здесь в поле, знаете, не так-то просто сразу сообразить что-то. Потом на монтаже смотришь, думаешь, о, а что ж тебе в голову-то не пришло? Ну, что ж. Не все может сразу прийти в голову. Причем во время съемок, знаете, много других мыслей в голове роится. Поэтому смотришь 360 градусов практически. Смотришь вокруг себя, чтобы что-то заметить. Но в итоге многие вещи просто ускользают. Вот эти вот мелкие, конечно, осколки, они меня очень интересуют. Их очень много, их просто огромное количество. То есть это следы от обработки блоков. Так, блок. Да, вот это блок. Вот они, следы добычи, видите, это вот у нас невывезенный блок, причем такой небольшой совсем, маленький блок. Килограмм 500-600, не больше, наверное. Вот. Ну, давайте туда еще зайдем. Я просто не очень понимаю,
Это место было отмечено как голова дракона, но под головой дракона они могли подразумевать один из тех двух камней, которые мы видели. Вот еще один невывезенный блок и очень интересной формы, кстати. Посмотрите, он такой невысокий достаточно блок и почти квадратный. Интересная форма. Где такие использовались-то, я что-то не припомню. То есть это может быть тоже обрезок от блока. У нас достаточно стандартизированные блоки, да, хоть они и все разные, но все равно некие стандарты прослеживаются. Вот смотрите, следы, видите, да? То есть тут у нас вот куча невывезенных маленьких блоков каких-то. Либо обломков. Вот она, голова дракона, друзья. Ну, как хорошо, что я не уехал рано. Вот, посмотрите, это наг. Это заготовка для нага. Вот в таком виде, да, вот эта вот история, возможно, поступала на стройку, а может быть, обрабатывала здесь по месту. Ну, скорее, наверное, поступала на стройку, потому что тонких следов обработки по месту мы не видим. Но вот все-таки мы нашли то, что искали. Угу. И какие тут у нас следы опять идут? Ну, здесь, видите, не такие следы, как в карьере, в местах добычи. Здесь у нас вот такие, как будто точечные. Видите? Но это, конечно, никакое не зубило, потому что, ну какое зубило? Тут зубило хватит на один удар. У них же не было высококачественной стали, не забывайте, железо-то у них было, ну что за железо? И вот эти вот следы, да, видите, они довольно-таки большие, ну вот, и круглые. А здесь он такой маленький, посмотрите, и здесь маленький, а здесь побольше. Вот чем они их оставляли? Тоже как будто бы зубилом, да? Но зубило очень странное, которое оставляет вот такой вот такую ровную поверхность внутри. Вот. Понятно, что такое голова дракона. Это вот этот вот наг. Какой-то корявый он, я не знаю. Может, он просто дефектный. Вот они его и не вывезли никуда, оставили здесь. Потому что он несимметричный. Посмотрите, вот я сзади стою, видите? Вот этот вот кусок, он выступает, он как бы загибается внутрь, да, и выступает сюда, а этот под углом 45 градусов фактически. То есть, может быть, это просто дефектный блок. Давай посмотрим, что тут еще валяется вокруг. Может, тут сплошь одни дефектные блоки. Смотрите, вот какой интересный тоже. Он такой как бы полукруглый, видите, блок. Тоже маленький. То есть это тоже блок для изготовления какой-то скульптуры. Ну, это может быть спина нага, например, да, в балюстраде. Такой маленький наг. Какой звук интересный. Вот тоже такая же, похоже, спина нага. То есть, может быть, это просто дефектные блоки, которые мастер не принял, да, бригадир сказал, да, выбрасывает. Это не годится. Здесь тоже, видите, вот такие вот потрясающие следы, которые, кстати, совсем не похожи на те дырки, которые мы видим везде в храмах Анкора. Да, я часто обращал внимание ваше во многих видео на разнообразные дырки, которые оставлены в мегалитах, пробиты прямо в барельефах. И предназначение этих дырок неизвестно никому, ну, как, собственно, и чем их делали, тоже неизвестно. Но они довольно грубые отверстия там в Анкоре, да. Здесь мы таких грубых не видим. Фух, жарко. Так, что у нас тут еще интересненького? Ну, так особо больше ничего интересненького-то я и не вижу. Вот. Видите, следов добычи хватает. Тут, собственно, не надо даже их искать. Тут под землей еще представьте сколько, да, потому что тут же какой-то слой земли образовался за столетия. Ой. Как красиво листва шелестит. Вам не слышно, может быть. Так, ну здесь уже все, здесь просто
выход песчаника и все. Интересно, а добывали-то они где? То есть тут где-то в кустах еще спрятаны вот эти вот ступени добычи, следы выработки. Потому что здесь, судя по всему, отбракованные какие-то детали выбрасывались. Ну, что-то их маловато, да? Ну, может, я и не прав, может, это не отбракованный НАК, а просто какой-то недоделанный. Ой, какой шелест листвы, господи. Так бы стоял бы и слушал. Так, давайте там еще посмотрим. Не, ну если вот так вот не бродить, то мы ничего и не найдем. Так, ну тут уж, извините, тут уж ничего нет. А до плато Кулен уже совсем-совсем рукой подать. Вот оно возвышается над нами. Встает вопрос, а что загнало людей в каком-то там 8 или 7 веке на вот это вот плато? То есть, судя по всему, у нас здесь внизу было либо наводнение, которое затопило всю страну, что, в общем-то, отлично отражается в легендах и мифах кхмеров. Да? То есть у них потоп – это такое событие, которое было, собственно говоря, недавно, судя по тому, что повествуют их легенды. Поэтому у нас два варианта. То есть либо их туда загнала вода, на вот это плато Кулен, да, и они там отстроились и выстроили гигантский технологический город, просто высокоразвитая цивилизация, вот в самом прямом смысле этого слова. Вот это все нам Лидар показал. Вот. Либо какие-то враги, которые, может быть, оккупировали эту территорию, да, и люди были вынуждены от них убегать. Смотрите, высохшая, забыл, как называется. То есть какие-то события происходили в то время, вот в 7-8 веке. Ну, может быть, мы вообще в хронологии путаемся, может, это еще и раньше происходило. Ну, вот эта вся инфраструктура, эти все здания, которыми кишмя кишит вот это плато Кулен, может быть, это все было вообще построено еще там 3000 лет назад. Ну, вот откуда мы знаем, датировки-то у нас никакой нет. У нас же датируют по надписям на камне. Написано: этому храму пожертвовали 500 миллионов рабов и 230 мешков риса в 932 году по летоисчислению Сака. Ну, что пишут историки? Этот храм был построен в 932 году. Ну, блин, какие интересные следы. Вот это, кстати, естественного происхождения, да? Похоже. Или нет? Или нет? Непонятно, да? Вот эти вот отверстия не выглядят как естественные. А это выглядит как водная эрозия. Но тоже вполне может быть, что здесь было что-то нанесено, может, какой-то рисунок, а потом уже водная эрозия превратила это вот в такое вот неразличимое нечто. Так, ну что, друзья, на этом, пожалуй, все. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Поставьте обязательно колокольчик, чтобы не пропустить очередное видео. На сегодня я здесь заканчиваю. Ну, на самом деле, я еще не заканчиваю. Я-то еще поеду дальше, потому что у меня там еще остались кое-какие неразведанные цели. Вот. Кто хочет нас поддержать, добро пожаловать на Бусти. Огромное спасибо нашим подписчикам на Бусти. Вы самые лучшие. Вы нам помогаете в наших нелегких экспедициях. Вот. Ну и приезжайте в Камбоджу, пишите мне, когда соберетесь. Я устрою вам самую замечательную экспедицию по любым местам, по которым захотите. Хотите, приезжайте на 1 день, хотите на неделю, хотите на месяц. Ну, здесь в Камбодже можно провести любое количество времени, каждый день узнавая и посещая что-то новое. Ну все, всем пока, увидимся.
Дай-да-дай-да-дай-да-дай-дай-да-да-да-да-да-да.